Не так уж и много мест на Земле, которые одним названием своим будят и тревожат любую русскую душу. Аляска. Продана Америке за $7 миллионов в 1867 из-за невозможности поддерживать, управлять и защищать удаленную территорию. Первая, приходящая на ум. Тяжелое материальное положение страны в результате исхода Крымской войны и проводимых реформ способствовало решению о продаже, несомненно рациональному тактически. Оно принималось коллегиально с участием Александра II и ведущих министров, в сегодняшних персоналиях Лаврова, Силуанова, Шойгу и Сечина в качестве великого князя Константина. Совещание установило минимальную цену в $5 миллионов, и когда посланник России в Вашингтоне для начала запросил 7 миллионов, американцы вдруг ударили по рукам, не торгуясь. Над территорией в 1,5 миллиона квадратных километров был спущен российский стяг, и она перестала называться Русской Америкой. Новое приобретение с новым названием Аляска стало самым выгодным приобретением США за всю их недолгую историю. На всякий случай, $90 за 1 квадратный километр в сегодняшних ценах, когда столько в Москве стоит 1 квадратный метр. Многие критики президента Эндрю Джонсона тогда называли новые земли заповедником для белых медведей. Однако, открытие запасов золота на Клондайке и других значительных размеров минеральных ресурсов представляет сегодня сделку выигрышным лотерейным билетом, выпадающим раз в жизни счастливчикам. Сколько сегодня на этих землях белых медведей точно неизвестно, но газ, нефть, военная и рыбная промышленность и туризм – вот основы благосостояния аляскинцев, имеющих один из высочайших доходов в стране. Когда после 125 лет пребывания на этой территории Россия освободилась от нее, здесь осталось около 800 русских и около 2000 креолов, потомков от смешанных русско-индийских браков. В сегодняшнем населении около 5% используют русский для общения дома, хотя только чуть больше 1% идентифицируют себя как русские. Около 700 названий на карте имеют русское происхождение, например, острова Коровин, Попов, Долги, населенные пункты Вознесенка, Николаевск, Косилов, Врангель и даже Петербург. В сегодняшних ценах сумма сделки, заключенной более 150 лет назад, равна 130 миллионам с копейками долларов. При наличии 260 тысяч долларовых миллионеров в России сегодня, им бы надо было скинуться по полштуки-то всего, чтобы выкупить ее обратно, в пересчете на инфляцию. А если всем миром, то по доллару с каждого гражданина было бы достаточно. Но фарш, как известно, обратно не прокрутишь. Потому что сегодня экономика Аляски стоит в 500 раз больше. Остается с некоторой печалью о ней как можно реже вспоминать. Этот край, суровый и величественный, заманил меня с приятелем, как и остальных 2 с лишним миллиона туристов, прибывающих сюда в короткий сезон круизов из Сиэтла и Ванкувера. Наш круиз имел вариацию и включал в себя и сухопутную часть через канадский Юкон до Доусона, с перелетом на Аляску до Фэрбэнкса, и потом вниз через парк Денали, мимо высочайшей вершины Северной Америки, 6 с гаком километровой горы Маккинли до Анкориджа. Почти вся территория заповедная, запрещающая полеты микроавиации, поэтому представление об Аляске сверху ограничивается этими кадрами, но есть и зарисовки с уровня земли для тех, кому это интересно.